нас был выбор Чехия или Болгария. Мы осуществляем свои маленькие желания. Это не Африка, но и не Эмираты. Я очень люблю море. Мы не хотели вообще никуда ехать. Супер. Это перфект. Это перфект. Это 100 из 100. Месяц под обстрелами были. Если оккупация, то есть мы же не знаем, что нас ждет завтра. Это мы не могли снять 2 месяца жилье. Мне одна знакомая говорит, неужели вы ехали в никуда? 1,5 не меньше на семью надо, чтобы здесь существовать. Если ты хочешь снять квартиру за 1000 евро, то это снимешь без проблем, даже без риэлтора. Я когда увидела, перчик лежит, ну красивый вроде перчик, один в один. Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы находимся в морской столице Болгарии, в городе Варна, которая привлекает иммигрантов со всего мира. Но действительно там лучше? На этот вопрос нам ответят герои выпуска, которые переехали в Варну. Почему они переехали, пожалели ли они об этом, вы узнаете из этого выпуска. Знакомьтесь, это Мария и Наталья, они сестры. Год назад они переехали со своими семьями в Болгарию, в город Варну из Николаева. Чем вы занимались до переезда? Мы вообще бухгалтера с Машей. Я главный бухгалтер, Маша финансовый бухгалтер. Мы на предприятии работаем уже 20 лет. Я говорю, у нас были супермаркеты. Это у вас или? Да, у нас, потому что уже настолько долго мы работаем, что уже воспринимаешь это как свои. Знали ли вы что-нибудь о Болгарии до переезда? Нет, но мы слышали, что есть такая Болгария. Вот. Мы даже с мужем планировали на Новый год, сидели семейный вечер и планировали, муж предложил, давай мы поедем в Болгарию летом на месяц, снимем квартиру, вот, отдохнете, поедете на море, я буду работать, будете ходить на море. Я говорю, да, посмотрим. А у нас на предприятии, мы сельхозом занимаемся на сегодняшний день, и как раз летом сезон, не до моря, тем более на месяц оставить предприятие. И я сама себе думаю, да, как это все будет. И мы привыкли всегда с Машей вместе отдыхать, а еще вдвоем на работе уехать полностью. Оголить бухгалтерию. Сама себе думаю, какой-то месяц. И тут война, 4 месяца войны, мы принимаем решение приезжать сюда. Но у нас был выбор Чехия или Болгария, а я очень люблю море. И говорю, это не стоит выбор. Во-первых, и Чехия, а у нас был Наташин муж послеоперационный. Буквально 2 недели, неделя-две после операции очень серьезные. Вскрывали брюшную полость, поэтому мы бы Чехию, он бы и дорогу не перенес. Поэтому да, мы его поняли. Я говорю, Наташа, 700 километров и 2000 километров, ну даже здесь выбор не стоял. Ну, ребенок годичный. И плюс у меня ребенок на руках год. Тоже говорю, 2000 километров он не выдержит дорогу. Да и по финансам это было очень недешево, как бы. Потому что только на машине сюда приехали, только на топливо 20 тысяч гривен. Ну, у нас 4 машины, мы взяли. Да, то есть, ну, как бы Болгария была это для нас и по финансам, и по возможностям, и по обстоятельствам. Самый оптимальный вариант. Да. Бойтесь мечтать, как говорят, да? Я муж говорит, а ты виноват, что началась, и мы приехали в Болгарию. А я потом говорила, я хотела всю жизнь жить возле моря. А потом говорят, ну, девочки, вы нормальные, о чем вы мечтали? Но мы не мечтали, чтобы война началась. Так шутим, конечно. Но сложились так обстоятельства. А как вы переезжали? Что когда началась война, мы уехали за город, мы жили у друга. Тоже так сложились обстоятельства, у него семья уехала, он сам был, большой дом, хомячки, рыбки, и мы остались на 4 месяца вместе жить. Вот. И ему было, и нам было очень комфортно, все-таки и безопасность, и у нас в Николаеве воду отключили. Незадолго, как началась война, там перебили с Херсона водопровод, и было безопасно. И мы, когда в июне месяце переехали уже в город, у нас очень сильно начался обстрел города. Мы не хотели вообще никуда ехать. Внутри не было, чтобы переезжать, это все стресс, это очень много... Ну, потому что у нас нигде не родственников, нигде не было знакомых, и чтобы нас где-то ждали. Да. Как мне одна знакомая говорит, неужели вы ехали в никуда, вот просто в никуда? Я говорю, ну, мы ехали в никуда. То есть у нас был Бог, у нас было единство, у нас было, мы все до кучи, и я и маме сказала, что мама, давай собирайся, нема когда расслабляться, потому что если мы едем в неизвестность, то там нужно работать. Там у Наташи были небольшие финансовые запасы, и мы поехали.
То есть Наташа говорит, поехали, а там разберемся. Месяц под обстрелами были, каждую ночь ракеты, до 15 ракет, от 10 до 15. Это, конечно, очень жутко, месяц толком не спали. Ну, это, конечно, не Мариуполь, но все равно моральное состояние уже на месяц настолько устали, морально, физически. Вот. И после очередного обстрела, когда в 100 метрах разорвалась снаряд, и все затрусилось, позвонит Маша и говорит: Наташа, мы собираемся. У меня первая секунда: нет! А потом понимаю, что другого выхода нет. И понимаю, что надо собирать свои вот эти страхи, убирать и собираться. И, я говорю, Наташа, у нас есть вероятность, что нас могут выпустить. Есть вероятность. Поэтому мы не имеем права сидеть под обстрелами с детьми. Мы просто ночью боимся заснуть. Да, то есть ты заснул и проснулся от того, что тебе страшно, то, что ты заснул, и ты не владеешь ситуацией, ты не мониторишь телеграм-каналы, ты не в курсе, где что взрывается, и каждое утро в 4 утра обстрел. Мы переждали обстрел и в 8 утра выехали. Да. Кстати, год назад, ровно год назад. Сегодня год, как мы приехали сюда. Ровно год, как мы заехали в Болгарию, да. Да. У меня у ребенка, ребенок с инвалидностью, и можно было поступить на бесплатное обучение. И я просто не смогла подать документы в онлайне. Кто меня знает, я с компьютером на «ты». И я не смогла, я настолько была в абстракции какой-то, что я даже не смогла документы онлайн подать. Но это был наш осознанный выбор. Осознанный, то есть да. это не было непредвиденным решением за 2 часа собираться. То есть это было... Мы собирали все. Мы как бы за неделю до, мы ехали на любые условия, мы были готовы ко всему условию. Ко мне дети, у Наташи вещи, то есть полностью зад был, 3 машины, багажник и зад под потолок. То есть мы все собирали, от кастрюли до ложки, до чашки, утюг, чайник, подушки, надувные матрасы. То есть мы были готовы чуть ли не посреди поля жить. Но у нас было все с собой, реально. Я шла начиная прихожая, двери, и пошли прихожая, гардероб, зал. То есть собирали все. То есть мы ехали, были готовы ко всему. Хорошо, а почему Болгария? Здесь ждала работа моего мужа, и буквально по приезду на 3-й день он вышел на работу. Да. И когда он мне через неделю принес аванс, я так обрадовалась, говорю, боже, неужели я держу деньги в руках, потому что, я же говорю, я с таких стрессов уезжала, что у меня мало того, что обстрелы, жить непонятно за что, дети на руках. Мы приехали сюда, потому что работа была здесь, поэтому Болгария, поэтому Варна. А второй, потому что муж у меня был как раз месяц после операции. Ему восстановительная операция. Буквально пару недель, недели 2-3 потолок. 3 недели. 3 недели. Да, было до месяц недели не хватало, но доктор нам разрешил выехать, и мы его полулежачего вез, уехал. Виталик ехал полулежачий, Наташа была за рулем. Да. И поэтому для нас мы так сюда добирались 2 дня. Потому что... Да, мы выехали 8-го в 8 утра после обстрелов, мы как бы выехали, а заехали в Болгарию в 8 вечера, 9-го. Да, мы в Румынии переночевали, остались. Назовите 3 плюса жизни в Варне. Для нас 3 плюса, здесь, во-первых, мягкий климат. Мы приехали, сразу у нас папа бронхиальная астма, ему сразу легче дышать стало. Здесь дети не болеют. Здесь действительно по климату здесь бесподобно. Уровень жизни, как на Украине. То есть финансово мы здесь тянем. Да. То есть финансово мы здесь тянем. Плюс, обустроились, мне кажется... Языковой барьер, он есть, но это все равно не Германия, не все равно... Мягкая степень языкового барьера, скажем здесь так. очень много понимают по-русски. И мы их понимаем. Даже если те, кто хочет с нами разговаривать, и перефразируешь фразы, и все равно находятся ответы на наши вопросы. Конечно, больше вопросов, чем ответов все равно, но по итогу все равно немножко легче, потому что не такой явный трамплин в языковых барьерах. Да. Самая большая проблема, на ваш взгляд, в Болгарии? Мы приехали только как беженцы, да. И поэтому в любой стране, в любом городе, когда на любой работе, когда начало, это всегда очень тяжело. Пока это обустроишься, знакомства. Было очень сложно. Мы столкнулись с тем, что сложно снять жилье. Украинцам отказывают. С украинцами не хотят разговаривать. У нас коты не хотели с котами. Котов, да. У нас ребенок, нас было много. Во-первых, первое, с чем мы столкнулись, это мы не могли снять 2 месяца жилье. Если честно, я была очень поражена, потому что,
ты приходишь в квартиру и говоришь, что я здесь размещусь, и она говорит, нет, вас много, меня это не устраивает. Ну, то есть какая тебе разница, где мы будем размещаться, правильно? Я тебе сказала, что я размещусь, если что-то мне не хватит, я докуплю, цена квартиры меня устраивает. Нет, для вас дешевая сильная квартира, если вас 10, давайте больше, хорошо, давайте больше. Нет, вы, украинцы, не хотим, у вас коты начинают придумывать все это. 2 месяца, конечно, обустройство, вот я помню эти 2 месяца, это очень сложно. Когда ездишь с квартиры на квартиру и снять ничего не можешь, вот это, ну, вот это мы столкнулись, это очень большая проблема, потому что я, если честно, когда мы открывали ну, тот же OLX Болгарии открывали дома, букинги. То есть это мне не казалось это такой колоссальной проблемой. Мы думали, раз приедем и снимем, а да, тут... мы не знали, выедем, не выедем, поэтому с Украины искать жилье мы не стали рисковать. Ну, конечно, в прошлом году было хорошо, бесплатный отель, это не сейчас, где неизвестно, где там бесплатная база. То мы здесь приехали. Ну да. И то, если очень захотеть, то можно на той базе временно тоже пожить. Как мы приехали, жить негде, мы снять ничего не можем, поехали в спортную залу, организовали себе, ну там нам помогли с бесплатным отелем, и мы уже как бы живя в бесплатном отеле, уже могли себе что-то подобрать. Ну уже хоть что-то можно было, уже какой-то время себе дать, да, потому что мы приехали, 2 дня сняли гостиницу, на 2 дня заплатили 200 евро. 200 евро, ну то есть в месяц это 3000 евро, у нас их чисто теоретически не было. Нам Болгария дала возможность жить по бесплатному, это тоже мы очень признательны и благодарны, потому что везде нелегко, поэтому то, что бесплатно, мы тоже благодарны, потому что это было для нас помощью очень большой на самом деле. А как вас встретила Болгария? Хорошо встретила, я не могу сказать, что плохо встретили. По-разному. Все зависит от человека. Хорошо. Конечно, мы, если сеешь морковку, то ты получаешь морковку. Если мы со всеми очень приветливые, мы на всех всегда с улыбкой, и, соответственно, и с нами людьми нормально. Были разные. Были разные случаи, но мне знакомая говорит, как вы в Болгарии? Я говорю, честно, в спину тебе не плюют. На тебя на улицах не кидаются. Вот как были, да, там случаи расизма там и всего национализма, да, как там и избивают, там, да, там, то такого, я не вижу притеснения. То есть, если тебе не захотел один обслужить менеджер, как в Кауфленде, да, то есть она на нас посмотрела и ушла. Почему я таки не понял, подошел другой и обслужил. Есть так, безусловно, но в спину ножи тебе никто не кидает и никто тебе не плюется. Да. Понятно, что здесь полиция есть, но где ножи будут? В плане, что, как одна говорит, в переносном плане, но одна знакомая мне реально говорит, приехала сюда, и ее, значит, друг болгар запретил выходить из дома, потому что это опасно. Я говорю, я не могу сказать, что здесь опасно. Наташ, согласись, что здесь не опасно, я не могу сказать. Нас никто действительно здесь не кидается. Но мы приехали, когда мы искали жилье, мы сами ездили в Элхово. Мы разные случаи. Мы риэлтора рассматривали и ездили в Аксаково. Аксаково, не Элхово, Аксаково. И там реально, вот в этом поселении, в этом поселке, там реально, то ли, может быть, какие-то люди... определенный класс людей. И нас девочка говорит, что здесь... А где ваша машина? Вас могут машину побить. Я бегом к машине, я ее найти не могу, помню, так испугалась. И почему-то, знаете, когда мы не можем жилье найти, вообще, у нас с квартиры на квартиру нас не хотят с нами разговаривать. И когда мы приехали, и нам говорят, что здесь вот именно в Аксаково, здесь вот украинцев, вот прям машины целенаправленно бьют. У меня почему-то истерика случилась. Вот я просто стою, у меня слезы градом. Я не понимаю, почему, потому что, я что не то, что, в чем я виновата, что я приехала сюда, что война, что я спасала детей, мужа, себя, за что меня здесь бить? И почему-то, наверное, просто устали морально. Были ли у вас сложные ситуации здесь? Мы за первых 3 дня пережили 3 переезда. Мы приехали, заехали сюда, было 8 часов вечера, и муж, когда ехал на работу, то есть его там ждал определенный человек. И вот этот человек договорился там, где живут его работники, в общежитии, чтобы мы пожили до понедельника, потому что мы заезжаем в субботу, а в понедельник только начинают работать все вот эти спортные залы и все остальное, где можно, по программе поселения сделать. Мы когда приехали, нас не захотели заселять,
потому что мы с котами. Ну, как бы мы сейчас уже, как бы прошло время и соображаем, почему 4 машины нельзя было котов в машине оставить, почему мы создали проблему. Ну, все как-то, я же говорю, в такой абстракции были, что даже никто не догадался их оставить в машине, ничего же не мешало. С нами вообще вот девочка сидела, администратор, то есть я ей говорю, у нас грудной ребенок, у меня муж после операции. 8 часов вечера. 8 часов вечера, куда мне пойти? Дайте мне телефон вашего директора, я поговорю, я объясню ситуацию. Муж позвонил и говорит, пустите хоть на одну ночь, потому что людям хоть на улице ночую. Но мы договорились, и мы сказали, что мы в 10 утра выедем оттуда. Ну и, соответственно, мы сняли платную гостиницу, и получается, мы в воскресенье утром мы съехали и сняли на 2 дня, потому что мы не знали, как там, хотя бы до вторника себе время дали. А в понедельник уже приехали в спортный зал, и нам говорят, надо сегодня заселиться ну, там, до 12 часов. Ну, И, соответственно, получилось как бы 3 переезда за 2 дня. Ну, я могу сказать, что прям вот, ну, болгары настолько, может, это везде, я не знаю, нигде не были мы, но сказать, что прям вот болгары настолько вот с пониманием относятся, что да, что война, люди уезжали с разных условий. Я здесь такого именно вот понимания глобального я не видела. Мне не надо жалости, но есть ситуации, когда действительно надо войти в положение. В тот же НАП мы приехали, в НАПе вообще не хотели разговаривать. Ну, мы в НАПе... Ассигуровку открывали. Да, мы регистрировали, когда мы семейного доктора зарегистрировали, надо было, нас направили в НАП. Ну, а пошли в центр занятости, тоже перед нами двери закрыли. Нет, ну, я не могу сказать, что здесь прям очень много с непониманием, вот вообще. Сколько вы потратили на переезд? Ну, шло около $1000. Около $1000 Да, ушло, мы да. сюда приехали. А в Болгарии сложно найти работу? Да. Я столкнулась с Машей в Украине, нашла работу онлайн. И плюс мы ведем еще пару предприятий онлайн. Вот. А я более немножко по времени свободная, потому что Маша больше на банк, первичка, то есть она больше загружена. Я глобально как бы свожу. И у меня время, думаю, попробую здесь работу искать. Но я сама себе цель поставила, что я не хочу идти там, в отеле, убирать. То есть я имею стаж главного бухгалтера 23 года. Я думаю, я попытаюсь найти здесь бухгалтера. Ну и, конечно, Бог благословил. Я нашла работу оператора. Вот. Но есть сложности на работе без знания языка. Не всем это комфортно, работаю, с которыми я работаю. Ну, все, конечно, нормально, но есть сложности. Мы бухгалтера, поэтому в этой степени и двигаемся. Я в онлайне, Наташа здесь. Да, немножко онлайн тоже веду предприятий, пару предприятий. А какой у вас доход в месяц примерно? Да, чтобы в Варне жить хватает. Да. Впритык, скажем так. Мария со своей семьей снимает дом, хотя он далеко от центра, аренда стоит дороже. А семья Натальи сейчас снимает квартиру недалеко от Мол Варна. А сколько вы платите за аренду в Варне? Аренда плюс коммуналка. У Наташи Да. 500, у меня будет 700 уходить, Да. потому что у меня побольше, я живу с родителями, нужно было снять жилье немножко больше. Да, потому что мы двухкомнатную, а у Маши... Вообще здесь кышты, да, дома, здесь дороже. У меня дом, да. И, ну, как бы мы изначально снимали для 10, вот, и нам нужно было побольше жилье, и мы его как бы нашли за городом. Бог благословил, конечно, не мерой, хозяйка и всем. Вот. А потом уже Наташа как бы искала, чтобы цена была хорошая, и в городе искала. А мы уже тоже искали, а потом так переигралось, что мы в этом доме остались. Хозяйка нам снизила цену, и мы остались в этом доме уже. Вообще дороже. Было дороже, мы, да, платили с коммуналкой 1000 евро. 1000 евро, Да. да. А сейчас будет мне обходиться это все 700. Сколько в месяц тратите на коммуналку? Вода, электричество? Ну, у меня, так как у меня муж программист и дети в компьютере, то, конечно, где-то выходит летом, это без кондиционера 220, вот было в прошлом месяце, лев. А если включать кондиционер, то, соответственно, это будет, ну, я не знаю, Ну, лев евро, здесь 100 евро. 100 евро, да. Но у меня 150 евро уходит. Сколько в месяц вы тратите на семью, на питание в месяц? Ну, я думаю, что евро 600. Да, где-то так. 600 евро примерно.
А сколько у вас уходит денег в месяц на семью? Но питание и жилье, правильно? Это Да, где-то 1700 евро. Да, 1700. Вместе с коммунальными, с питанием, да, 1700 евро примерно. Сколько у вас человек в семье? Ну, 4 человека у каждого, да. Ну, 5, если родителей взять, допустим. Ну да, скажем так, по 5 каждого. 1,5 не меньше на семью надо, чтобы здесь существовать. Евро. Ну, только Ну, коммунальные квартиры 1000 евро, как ни крути. Процесс поиска квартиры. Очень сложно, но в основном это брокеры, конечно. Ну, брокерские агенты, брокеры. Да. И без них тоже никуда, как оказалось. Есть варианты, что кто-то с Украины съезжает, и ты в него как у нас въезжаешь. получилось. Да, как у Наташи получилось. Уехала знакомая, и Наташа в эту квартиру как бы въехала. И она была и по хорошей цене, и в хорошем районе. А так, если смотреть, есть, конечно, надо смотреть. Но опять же, ценовая политика. Если ты хочешь снять квартиру за 1000 евро, то это снимешь без проблем, даже без риэлтора. Открывай OLX и да, там всякие сайты, и Имати, БГ и так далее. А если хочешь что-то подешевле, то это только риэлторы. И, ну, как бы, мне кажется, только с риэлторами, вероятнее всего. Я тоже думаю, что даже те же сайты, там в основном все Или через знакомых, или риэлторы. Другого не дано. Ну и тоже у знакомой уезжала, все равно все сложновато. У знакомой уезжала, мы за 3 месяца раньше стали жилье снимать. Соответственно, это что же все по финансовому. Ну, надо было съехать в июне, а они съехали в апреле, потому что попалась хорошая цена. Сталкивались ли вы с медициной и всегда то, какие впечатления? Медицина здесь отдельная тема. Ну, самое яркое, с чем мы столкнулись, это у нас было 3 ситуации конкретно по медицине. Первая была ситуация, у мамы получилась травма и затромбировалась вена. Соответственно, этот тромб стал подниматься, и уже в паху этот тромб вырезали. То это не подпадает под страховку, и мы делали это в платной клинике. Ну, то есть, опять же, эта операция обошлась 1000 евро. Потом мы столкнулись, у Наташи была операция, ее нужно было делать еще в Николаеве, но так как уже было это выяснилось перед отъездом, и она не супер прям была мега-пупер срочная, поэтому мы ее сделали здесь. Мы пошли в государственную, эта операция подпадала под страховку. Да, но мы сделали ее за... Ну, мне сказали, есть, допустим, операция, которая полостная, а есть лапароскопия, то есть как бы аккуратненько делают проколы. Ну, конечно, я сказала лапароскопия, но надо было покупать... Мне сказали инструмент, просто купить инструмент. Я говорю, сколько стоят инструменты? Несколько раз задала вопрос. Не знают они. И сразу сказали, доктор, ну, если вы хотите, чтобы я оперировал, это будет стоить тоже. В итоге хорошо, что как бы мы рассчитывали, да, с запасом сколько денег, то обошлась операция в 1000 евро. Тоже 1000 евро. Это была, да. Бесплатная. Ну, а еще была яркая ситуация, у ребенка загноился палец. Я так никому и не попала. Да, ну, то есть нас в кабинет. Семейный врач направил в детскую хирургию. Детская хирургия даже не хотела меня принимать. Я в слезы говорю, вот у ребенка синеет палец, на прям хирургу тыкаю, вот так вот тыкаю, а он мне на дверь, типа, и все. А в итоге я потом пришла в регистратуру, говорю, ну, я извиняюсь, но что мне делать? У меня, у ребенка, если уже детских, к ортопеду. Говорю, при чем тут ортопед и гнойный палец, я не понимаю. Через дорогу платная клиника. И мы как-то, слава богу, успокоились, поприлаживали еще пару дней мазючки, он прорвал и прошел. Но мы не пошли в частную клинику. Еще была ситуация, у нас у папы же бронхиальная астма. Здесь можно раз в месяц выписывать баллончики. Он брызгает, когда у него приступы удушья, брызгает баллончиками. Они очень дорогие. Здесь вообще с лекарствами очень дорого в аптеках. И мы стараемся раз в месяц ходить к семейному врачу, чтобы она выписывала рецепты. И можно идти в украинский дом и брать... Сейчас уже такого Сейчас нету. уже нету, да, можно было брать лекарства. Но мы пришли раз, она дала без проблем. На второй раз она сказала, может, он вам типа не подходит, пойдите к пульмонологу. Ну, есть доктор специальный по бронхиальной астме, он как бы с легкие там... Вот, и мы пошли, она нам дала бесплатное направление, мы пошли по бесплатному направлению к государственному пульмонологу, но пульмонолог, не знаю, наверное, не надо ее называть фамилию, но мы только зашли в двери, и я уже увидела, что она нас принимать не будет. Ну, то есть, я говорю, ну хорошо, давайте мы пойдем к другому пульмонологу. Она сказала, что эта бумага может использоваться один раз. И в итоге мы пошли в частную, она нас направила в частную клинику, где мы заплатили 70 евро прием.
и нас обслужили. Да, обслужили хорошо, ломаном русском, было все понятно, везде пощупала, везде потрогала, дала бесплатный баллончик на пробу, ну, как ты тестированный. Ну, вот чем закончился бесплатный прием. То есть, опять же, все через деньги. Нету денег, болей. Ну, то есть... Вариантов других здесь нет. Дело в том, что мы примерно так и ожидали. Мы сюда ехали, у нас не были какие-то такие завышенные оценки. да, Мы рассчитывали ожидания. на свои, ожиданий у нас не было. Мы ехали и рассчитывали на свои финансы. Поэтому... Что касательно медицины, это только все платно. Да. Все частные клиники. Если государственные, то надо понимать, что это надо платить. У Наташи попало, что и можно было заплатить, а я зашла к пульмонологу, я поняла, что там хоть плати, хоть не плати, нас вообще разговаривать не хочет. Да. А потом, как оказалось, эта бумага вообще на один раз. Ну, то есть ты же прекрасно знала, что если ты меня не примешь, я больше никуда не пойду. И ты же не знаешь, есть у меня деньги или нету. Может, я к тебе пришла, потому что у меня денег нет. Я бы с удовольствием, да, там чаты читаешь, украинцы в Болгарии, там кучу частных клиник, но ты же пришел почему-то в государственную, человек даже не задумался, то есть сострадание просто ноль. А климат в Болгарии вам подошел? Да, климат очень. Вот что, климат, это она супер. Это перфекто. Это перфекто. Это 100 из 100. Даже, я говорю, я не ожидала, что здесь настолько мягкий климат, потому что всегда говорят, да, у моря даже нам из херсоновцы, да, говорили, что это влажно, это сыро, это много комаров, там, это так некомфортно. Но, не знаю, очень комфортно. Очень, да. Вот реально очень мягко. Летом не жарко, зимой не сильно холодно. Какая-то неделя была морозов, так казалось Северным полюсом, да? И то, тем не менее, настолько мягкий климат, что дети даже не болеют. Да, мы не болели, нет. Мы заметили, как-то провели хронологию событий и поняли, что мы здесь не болеем. Ну, то есть раз в год, если заболеем, то это в лучшем случае. Да. По продуктам питания вы все смогли здесь для себя найти? Может, каких-то продуктов нет? У меня муж недавно ходит, говорит, да хочу ряженки, Я говорю, а его здесь нету, айрана, да, кислое молоко. Я говорю, нету ряженки, что? Нету так нету, конечно. Ко всему приспособились. Всю жизнь. Ну, нету, допустим, лактонии наших злаков, да, что мы покупаем в Украине. Есть кисель амляка, ложечку сахарка добавили и просто перфекто. Ну, нету гречки, пшеничной каши нету. Найти еще надо. Ее еще надо найти, она здесь очень дорогая. Но опять же мы нашли способы, ехали с Украины, привезли знакомые. Ну, то есть опять же... В Красном Кресту давали вот последний раз коробки, и там была гречка, по 2 пакета гречки. Ну, глобально, чтобы сказать, что чего-то там нету здесь, все есть. У меня дети рис вообще не ели, а сейчас нормально едят. На ура! Надо в жизни ко всему приспосабливаться и радоваться. Есть вот это, значит, радуемся. Не будет, значит, тоже будем радоваться. Главное, что есть пицца продают. Пицца, бургеры везде. Зато здесь есть дюнер. Вот это здесь счастье детям, есть дюнер. А что вы можете сказать о болгарской кухне? Но она специфическая. Как бы я, допустим, люблю вот специи. А муж у меня вообще специй не любит, ну, таких каких-то ярко выраженных специй. То вот болгарская кухня не совсем ему нравилась. Ну, причем здесь какая-то одна Она приправа, такая я не могу такая, понять. да. Какая-то приправа есть, она везде. Мясо все на один вкус. Вот даже покупаешь колбасы копченые, они все на один вкус. Какая-то здесь приправа, я даже не знаю, как она здесь называется. Вкусная. Вот мы ездили в Турцию отдыхать на пару дней, то там кухня вкусная. Там вот реально мы зашли. Там вообще. Мы зашли в первое кафе, ну там же посреди Стамбула, естественно, что там только турецкая будет, там же не будет там европейская, то даже этот суп, он был, очень вкусный. То здесь я не могу сказать, что что-то очень вкусное. Да, ну вот сказать, вот скажи мне, что в Болгарии вкусное? Ну, единственное, что мне вот понравилось, это лютеница. Лютеница, да. Вот это да, мы даже в Украину ездили, вот надо было нам по документам поехать в конце апреля, то мы всех угощали, купили лютеницу. Вот это да, их тоже всех это поразило. Оно что-то непонятно. Ну, сыры здесь специфические, то есть все, как у нас моцарелла, сулугуни, здесь нету таких, как у нас, сыров. Ну да. Там всякие российские, там у нас всякие там, то такого здесь нету вообще сыра. Ну, тоже приловчились, тоже очень вкусно.
В основном болгарские сыры. Да. Типа голландский, там еще какой-то такого вообще. Вообще нет. Но и они все такие такой структуры, не как у нас. Вот здесь все вот как сыпется, как моцарелла. Вот Да. как моцарелла, все сыры на один манер. Здесь такого нет. Ну, тем не менее, уже знаю, тоже к ним уже привыкли за год. Сыры, як сыры. Ну, плавится, да плавится. А еще ж не все плавятся. Вспомни, захотели пиццу сделать, и не все еще Да, плавятся. купили сыр, а он не плавится вообще. То есть, а потом почитали, мы просто с этим никогда не сталкивались. Вот он не У нас плавится. все плавятся в Украине, но нету сыров, которые не А плавятся. тут купили, еще так взяли килограмм, было день рождения у кого-то, мы пиццу решили сделать. А он вообще не плавится, он жарится, он прям зажаривается. И мы открыли интернет, что действительно есть определенный состав сыров в сырах, ну, как бы он не плавится. И мы уже подобрали на пиццу один сыр, уже не рискуем. Его покупаем, чтобы не было непредвиденных ситуаций. Ну, что мне здесь еще в Болгарии вот понравилось, да, вот из плюсов. В Украине сложно куда-то поехать. На сегодняшний день Бог нам сказал радоваться, и мы радуемся, осуществляем какие-то маленькие мечты. Вот я все хотела поехать в Стамбул, и с Украины поехать это ну, не так доступно. А здесь мы просто сняли за копейки комнату, да, там в гостинице, доехали на автобусе, там погуляли, то есть вот, и поэтому здесь как бы, вот Европа открыта более, чем в Украине, конечно. Но она более доступная. Доступно, да. Да, то есть даже если посмотреть, вот мы хотим сильно в Париж съездить на башню посмотреть, то как бы билеты посмотрели, ну копейки стоят. С Украины это вообще космос, а отсюда там вообще они реально копейки стоят. Можно, ну, очень доступно поехать в Европе. Да, вот это мне, конечно, здесь нравится. Ваши любимые продуктовые магазины? Kaufland. И Lidl. Причем два, они не могут друг без друга. То есть если мы ездим, да, мы ездим скупляться, то есть это, ну, здесь у нас, допустим, суббота это день закупок или пятница вечер, то есть мы раз в неделю, так как, допустим, я живу за городом, да и в принципе, даже если живешь в городе, то это удобно, ты же не будешь бегать в магазин каждый день, и это, во-первых, и дорого каждый день ходить, потому что как придуманы супермаркеты? Это маркетинговая сеть, то есть которая расположена по определенной психологии человека. И туда, в принципе, заходить нет. Я вчера хотела зайти за кислым молоком. Но я реально хотела зайти за кислым молоком. И я когда увидела, перчик лежит, ну красивый вроде перчик, один в один. Еще и акция. Думаю, надо сделать фаршированный перчик. Фаршированный перчик несет за собой мясо. Пошел, купил кусок мяса. Идешь кислое молоко, ага, арбузик лежит на акции. И оно понеслось. Туда вообще заходить нельзя. Ну, чисто теоретически. Поэтому это раз в неделю. И есть определенный сегмент товаров, которые мы покупаем в Kaufland, и есть сегмент товаров, которые мы покупаем в Lidl. То есть их там нету, там нету. Поэтому мы уже себе подобрали там определенные товары, потому что, ну, действительно, если прям идти покупать все, что видишь, что это дорого. Опять же, подобрали. И кислое молоко есть 1,5 евро, а есть 50 центов. Вот мы подобрали себе вкусное за 50 центов, и мы его покупаем. Есть, допустим, молоко там 3,50 лева, а есть 2,10 лева. Вот мы себе подобрали за 2,10 пьем. И уже не задумываемся, покупить или 2, допустим. Ну и вот так и во всем. Там колбаску подобрали, более или менее цена и качество, соответственно. Там муку подобрали. И либо Kaufland, либо Lidl, но они друг без друга тоже у нас не могут. Нашли сало в Kaufland. Очень вкусное сало. Мы, правда, пока объяснили, что нам надо. Короче, без переводчика не обошлось. Мы редко его покупаем. Мы, да, один раз его и купили. Мы один раз его и купили, чтобы вспомнить вкус сала. Как обстоят дела с безопасностью в Варне? Я чувствую себя безопасно. Нету такого. Но я очень удивлена, что насколько здесь меньше воровства. И действительно так оно и есть. Потому что, ну, здесь воровства меньше. Все равно, что не скажи, болгары, они сами говорят, что у нас воровство на очень низком уровне. Ну, то есть, если это и где-то есть, но вот я не встретила за год, что где-то что-то воровали. Мне кажется, прям вот сказать, что в ноль такого быть не может, просто что мы с этим не сталкиваемся, слава богу. Но в любом случае такого нету, чтобы я... Ну, или страшно по улице было идти, ходить. Или страшно в автобусе, как у нас, если забитый автобус, то надо сумку чуть-чуть ли не ну, куда надо засунуть куда-нибудь подальше. Общественный транспорт вообще бомбовый. Свободный, ты как людина себе сядешь. Автобусы с кондиционерами. С кондиционерами, конечно, красота.
приложение, ты себе открыл, себе подобрал, ну, допустим, там выходишь из дома, уже Знаешь, от во сколько, автобуса не стоишь час на остановке, ждешь, когда ж приедет Да, есть автобус. приложение, которое четко Да. говорит, когда будет автобус, через сколько минут. Оплатить через приложение, то это работает четко, конечно. Ну, безопасно здесь я не могу сказать, что не безопасно. Хотя, говорят, и номера снимают на машинах. Но мы, я говорю, мы за городом стояли, то, стоим, то вообще это не ощущаем. Сложно ли оформить документы, чтобы находиться в Болгарии? Нет, не Как сложно. беженцы мы оформляли все. Не сложно, пришел в полицию, открыл, закрыл и живи. Полицию. Ну, вот это были сложности, когда у нас у детей закончились загранпаспорта, то, конечно, это София. Туда пока доедешь, пока там подождешь. Пока запишешься. Пока запишешься. А я еще один документ что-то подумала, что не надо. Ну, благо, конечно, в посольстве очень такие непринципиальные люди. Меня вообще в посольстве удивило очень Да, отношение. очень Я говорю, отношение. единственное место, где я была просто поражена Внимательно, человеческим отношением. человечество. Потому что везде, где не придешь, к нам в Украинский дом, в Красный Крест. Ну, понятно, что Красный Крест это здесь болгарский. Ну, понятно, да? Украинский дом, там куда не придешь, даже наши украинцы кидаются на тебя. А там тебе настолько лояльно, даже при мне зашла женщина, у нее не принимают документы, она расплакалась, ее все обступили, вникли в ее положение, Да, ей рассказали, вот это. куда пойти, на вот это можно в онлайне, вот это. И она себе говорит, сейчас я приду через час, пойду там в банк, возьму бумагу и приду. Очень лояльный. Я тоже забыла, вообще, не живем же уже долго в Украине, и у меня у старшего ребенка ID-карта. К этой ID-карте нужна прописка. Ну, обязательно. Обязательно. Я вообще это забыла. И я эту прописку не взяла. И я на нее смотрю, и я понимаю, что у меня этой бумаги нет, она у меня осталась в городе за 500 километров от посольства. И я стою и думаю, и молюсь, что мне делать непонятно. И она говорит, у вас Дия есть? Я говорю, есть. Заходите в Дию, делайте мне скриншот, мы, пропустим. Ну, я очень была удивлена. Ну, то есть другие, да, там по букве закона нету, пошел вон, Да. плачешь, не плачешь, это твои проблемы. Здесь потом была запись, у меня 2 детей на двое детей в разные дни. 500 километров к вам ехала. Без проблем. Вообще без проблем. Да, отношения в посольстве. В посольстве очень меня молодцы, поразило. да. Прям супер. Вот действительно ощутил себя вот какой-то вот здесь защищенной. Вот. Но вот на самом деле, вот вроде когда, ты здесь везде приходишь, тебе везде ты как милостыню просишь. Здесь очень сложно. Я им говорю, ребята, здесь сложно, вы понимаете? Здесь пособий нет. Безусловно, мы ехали не на пособие. Мы рассчитывали, что мы едем на себя. Но никому ж пособия лишние не бывают. Даже если это будет, это же помощь. Говорю, здесь ничего нету. Но можно хотя бы по-человечески общаться. Я же не говорю, там эти памперсы, надо выстоять очередь, надо выгавкаться. Выводка полдня. Тебе дадут этих 30 памперсов на 30 дней. А если не 31 надо, да, неважно. Ну, а в посольстве, конечно, я вот себя почувствовала, что я вот гражданин Украины, я нахожусь в посольстве Украины. Ну, вот я вот себя прям вот так вот ощутила. Очень круто. Это, В прошлом году как-то больше. И ООН помогала, и есть такой Каритас тоже там. Больше было, каждый месяц была какая-то помощь. То от Красного Креста, то от ООН, то от Каритаса, то продуктовые наборы давали. То в этом году... В этом году вообще ничего вообще нету. ничего. Вот один набор дали. Ну, конечно, набор такой никогда не давали. Бесподобный там было. Ну, вот продуктовый Мясо набор было, и вообще банка. суперский был. Но опять же, это вот было в году первый раз. А так памперсы в украинском доме уже, раз в по-моему, месяц не и уже, наверное... Ну, я вот пришла последний раз, дали пачку и пачку каши дали. Ну, то есть помощи сказать, чтобы она здесь была, ее здесь нет. Мне когда говорят, то есть если у вас нету денег, сюда ехать нету, потому что здесь ни помощи, ничего. Если другие страны там обзваниваешь же своих знакомых, мы же по всему свету разбежались, то, безусловно, где-то может быть помощь какая-то минимальная, но она есть. Люди живут на минимальной помощи. Вот одна звонила там в Чехии, да, помощь есть, а то здесь ее вообще нету. За то, что есть, спасибо. А что вы можете рассказать о болгарах, об их менталитете? Я на работе столкнулась с болгарами. Как и в Украине, мне кажется, разные люди. Вот разные люди. Вот у нас дома мы живем 3 соседа, но и они абсолютно разные. Один сосед общается, добродушный, но лишнего тоже там
ну, нам, один сосед, так вот как-то мы сдружились, он и консервацию дает, и там что-то помочь здесь, надо. Болгария, да. Ну, то есть, опять же, как и в Украине, разные люди, нету определенного менталитета. Обычные славяне, как мы. Ну, да, вот по сути, если посмотреть. Ну, они, конечно, более... Я не могу сказать, чтобы они сильно открытые. Вот прям, чтобы сильно они открыты. А какие главные плюсы и минусы для жизни в Болгарии для себя вы видите? Сложный вопрос. Очень сложно. Ну, конечно, здесь по сравнению с Украиной, ну, для Машиной семьи, у Маши нету там вообще даже на сегодняшний день, даже если бы... Средств существования. Средств для существования. Несмотря на то, что свое жилье есть, конечно, там работы, а если есть работа, то на такие копейки, что даже прожить невозможно. У меня муж онлайн работает, и на него, конечно, в основном сейчас финансовый бюджет. И поэтому мы здесь безопасно, и как бы мы уже находим здесь, стараемся находить больше плюсов, чем минусов, для того, чтобы жить спокойно в мире с собой в первую очередь, да, а не угнетаться какими-то ситуациями. Муж, конечно, хочет мой вернуться в Украину. Мы когда жили в отеле в Танго, когда приехали, и была семья тоже с Николаева, и вот она в Красный Крест пришла, значит, ну, у них свой бизнес в Николаеве, небольшой такой, но в любом случае как бы видно, что хорошо одеты, на хорошей машине, в золоте. И вот она рассказывает, пошли в Красный Крест, а ей женщина какая-то говорит: ой, что же вы одели золото, снимите. А она говорит: так я вообще не от бедноты убегала, я от войны убегала. Это же немножко разные вещи. Поэтому мы тоже в Украине все нормально ощущали, чувствовали. Мы работали, у нас было собственное жилье, в принципе, с ремонтами, машины. Безусловно, но Болгария, они очень такая страна невысокого уровня. Она невысокая, да. И, соответственно, мы тоже где-то их раздражаем, потому что сюда приехали те, кто, опять же, я повторю, здесь пособий нет, поэтому здесь приезжают те, кто могут крутиться, могут выживать, и кто может зарабатывать, или кто с чем-то, с капиталом каким-то приехал. Поэтому где-то даже некоторую часть болгаров мы в любом случае раздражаем тем, что у нас есть какие-то возможности. То есть они ожидали беженцы, это какие-то, как с Африки бежавшие, но мы не от бедства бежали, у нас ракеты взрываются, у нас дома взрываются, поэтому собрали все, что было необходимо. У нас было все, поэтому мы приехали и, соответственно, мы даже жили в отеле, когда даже наших украинцев даже многих раздражали, да, что уже говорят за болгар. Мы сюда ехали немножко, у нас была, слава богу, возможность. Мы себе собрали за неделю, полностью загрузили все машины для... мы же с региона, нигде как Буча, за 2 часа надо было выехать. Мы целенаправленно и в аптеку скупились, и вещи собрали. То есть у нас, слава богу, была возможность за то, чтобы нормально собраться для жизни. Мы взяли от одежды до техники кухонной, все, что нужно. Зима, лето, осень, весна было у нас все с собой. В отелях разные, конечно, были люди, которые... кто бежал, потому что была зона активных боевых действий. Кто бежал из страха. То есть в первый день войны с Одессы бежали, перекидывались. То есть кто... в основном, безусловно, кстати, даже я где-то читала статистику, что больше беженцев были от страха. Да. От слова «война» все бежали, перекидывались. Николай, когда началась война, и все бегут. Вот эти автобусы эвакуационные, все едут. Чехия, Польша. И мы сидим и понимаем, у меня муж, только началась война, нас выписали 2 дня с больницы. Был 2 недели в реанимации, и нам калоприемник поставили, то есть вывели с дому, но сказали, это на полгода, надо было восстановительную операцию. То есть через полгода надо было восстанавливаться? Да, и я ехать куда-то за границу, я понимаю, что, я не знаю, куда ехать в таком состоянии, нам и воды надо было много, дальнюю дорогу он бы не выедет, и поэтому мы сидели, и в принципе мы сидели в безопасности. Нам было безопасно, люди бежали, да. Бежали,
Италия, у нас друзья, и мы вот сидим и вот не знаем, что нам делать, бежать. Я помню, даже когда Вот это неизвестно. другая семья уезжала, я в такой панике, думаю, все бегут, а мы сидим, и что делать непонятно. Такое, конечно, было. Ехать страшно. Как вспоминаешь, да. ну, вспоминаешь реально такая ситуация, неизвестно, что делать. Но еще плюс я не хотела, конечно, вообще категорически без мужа уезжать. То есть я, вот, ну, для меня это было четкое табу, то есть я без мужа никуда не поеду. Хоть стреляйте меня на У меня месте. даже была ситуация, когда мы просто, у нас каждый день баки были полные машин, то есть документы, все вещи, то есть все. Чемодан документов мы возили с собой в машине, мы его не оставляли. И я Маше говорю, вдруг если оккупация, то есть мы же не знаем, что нас ждет завтра. Без мужа, но если что, твоих детей забираю и убегаю, а ты же сидишь своим. Не, мы все бежим, говорю, понятно, что не за границу, но все бежим, но главное, чтобы я была с мужем. Родители держали возле себя тоже, как бы все были наготове. Осенью поехать в Париж. Пока на сегодняшний день. Я говорю, что мы осуществляем сейчас маленькие мечты. Маленькие мечты там. Планируем в сентябре переехать обратно в наш дом. Планируем там, я планирую похудеть. То есть мы планируем какие-то планы, но нету глобальных планов. То есть как вот ждем все победы. Закончилась война в Украине, наступил мир. Вы вернетесь назад? Время покажет. Время покажет, но у меня муж хочет вернуться. И где-то я тоже хочу вернуться, потому что здесь скитаться по квартирам, мне вот это кочевничество вообще не нравится. Поэтому, если будет все хорошо в Украине, то, скорее всего, что моя семья вернется. В то же время покажет. Время покажет. Если это будет, очень сложно. В Донецкой области люди выехали, уже ждут 9 лет. Пожалели ли вы о своем выборе? Никогда. Ни на одну секунду. Вот по сегодняшний день никакое сожаления того, что мы сделали, вообще нету. Даже наоборот, благодарю Бога каждый день и не верю, что мы настолько в спокойствии. Нас Бог сюда вывел. Поэтому каждый день радуемся, что мы здесь. Я думаю, что если сложить листочек, да, как всегда, хорошие качества, плохие качества, то я думаю, что хорошие будут преобладать, потому что в первую очередь мы в мире. Мы украшаем не место нас, а мы место. Поэтому нам везде было бы хорошо, а здесь действительно очень хорошо. Расскажите о Болгарии в 2-3 словах. В первую очередь, что впечатляет, это море. То есть, да, оно здесь просто и красивое, и можно любую секунду отдохнуть и возле моря послушать. Это, конечно, порелаксировать. А так, в принципе, что город как город. Со своими... А Болгарии? Болгария, она, Страна со своими преимуществами и недостатками, как любая. Это не Африка, но и не Эмираты. Поэтому... Не Америка, да. Там что-либо говорить, потому что у нас нет с чем сравнить. Мы как бы сюда изначально приехали. Но в принципе, плохого ничего сказать глобально не могу. Есть свои преимущества, есть свои недостатки, как в любой другой стране. А расскажите о ваших планах в Болгарии. Мы в свое время сказали себе, что когда закончится война, мы будем принимать решения. Как мы принимали ехать сюда решение, это было осознанное, увесистое, это было собранное, это было организованное мероприятие. Это было не спонтанное мероприятие, поэтому... Слава Богу, да, люди... Так же самое и выезд с Болгарии будет тоже осознанным решением. Будут взвешиваться за, против, обстановки, ситуации, вопросы, законы. Пока мы благодарим за сегодня, что завтра мы не знаем. Очень сложно что-то планировать, потому что, во-первых, мы же не знаем, когда это закончится. Если это закончится, допустим, в следующем году, это одни, в голове планы. Если это закончится через 10 лет, то уже, конечно, совершенно другие планы. Поэтому будем... можно порассуждать. Я иногда с мужем, я вообще люблю рассуждать, что-то строить, какие-то планы. Я понимаю, что это все настолько виртуально, мы можем только поговорить, а будет все же действительно приниматься в тот момент, с теми обстоятельствами будут решения выводиться, которые будут на тот момент. А что вы можете рассказать о месте, где вы живете? Об этом районе или что это? Хороший, тихий район, спокойный. Это не центр, это мы сами себе, и так получилось, так сложилось, что мы здесь в закуточке. Ближайшие соседи очень приятные люди, нас хорошо приняли.
Ничего не могу сказать, здесь хорошо. Недалеко море, можно прогуляться 10 минут пеши. Можно полюбоваться на море. По морю ориентируюсь, погода. Говорю, маме, сегодня будет... Говорю, море вышло серое, будет сегодня дождь. Мама говорит, какое там море, какая погода. А как у вас обстоят дела с болгарским? Вы выучили, собираетесь учить, понимаете, Нет, что говорят? Учим. Мы в Учим. процессе, мы в активном процессе. Мы пошли на курсы. Мгм. Бесплатные бесплатные курсы сейчас. Курсы предоставила фирма Caritas. Мгм. Ну, я очень довольна, что пошли курсы. Во-первых, дали учебники, дали учителя. И, конечно, набор слов. Ну, здесь мы год пожили, уже, конечно, какой-то набор слов есть. Что вы можете сказать, люди, которые решили переехать в Болгарию, нужно ли учить язык? Ну, язык в любом случае нужно для того, чтобы, ну, ты же не будешь сидеть дома. Чтобы искать, ну, чтобы пойти работать, язык обязательно нужен. Иначе ты даже Чтобы даже быть в социуме. в социуме, в социуме, вот, Ну, тут даже вот- на сегодняшний день мы даже в кинотеатр не можем сходить, в который очень любим, потому что мы не знаем болгарский язык. Не, ну мы-то можем пойти. Как бы все зависит от человека. Я посмотрю картинку, и мне будет достаточно. Но для меня вот приоритет не сколько там магазины, ну, или там, ну, в социуме, а сколько работа. Если пойти работать, то, конечно, язык это очень нужен. И тебя на работе и воспринимают по-другому, если ты знаешь язык или ты не знаешь язык. Все слова очень похожи. Не зря где-то в статистике читала, что 75 слов одинаковых с русским языком, просто немножко другое ударение. Вот. Но он сам по себе такий цікавий, потому что он незнакомый, от этого он интересный. Он и цікавий, да. Для них, Да. для болгар, там у нас это нога, ну красивое слово нога, а у них краката. Кракатый. Ну как можно было исказить такое красивое слово «нога»? Мне спрашивают, там, разговариваю с Украины, ну как, язык сложный? Я говорю, любой язык сложный. Когда его не Когда его не знаешь, когда ты растешь, ты в этом с пупинка, ты это слышишь, что он тебе, конечно, легко. Вот. А когда даже сейчас, вот, я, допустим, мы в семье русскоязычной выросли, и я вообще в школе не учила украинский, тогда был Советский Союз, а заканчивал уже Советский Союз, распался, и ну, как бы уже поступала в техникум, надо был украинский, то мне было сложно. Маша училась в украинской школе. Да, но сейчас вот если мы заговорим на українській мові, то начинается язык путаться, потому что практики нету. Вот поэтому... Не, ну якщо треба, ну, зможу завільно розмовляти, але... Ну так, що Але треба а ти бавно. Да. Дуже ж бавно. Бавно розмовляти. Бавно. Я благодарю героев нашего выпуска, которые поделились своей историей переезда, и благодарна вам за то, что вы до конца досмотрели это видео. Если у вас есть своя история переезда, напишите мне. Всем пока, до новых встреч!